В этом ролике 3 рецепта легких, свежих и при этом интересных салата на праздничный стол без майонеза. Выглядят они очень нарядно, съедаются с аппетитом и никакой тяжести в новогоднюю ночь. Если интересно, просто продолжайте смотреть. Привет, дорогие друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Куда же на Новый год без салатов? Я вообще считаю, что закуски и салаты на праздничном столе, на новогоднем столе – это самое главное. Да, основное и гарнир я тоже в этом году свеженькие рецепты опубликую, но все-таки салаты и закуски – это максимальное разнообразие на праздничном столе, максимальное и визуальное, и вкусовое, и по ощущениям, и это всегда настоящее украшение любого праздничного стола. Это первая порция салатов к новогоднему марафону. В этом году будет еще второй выпуск. Тема сегодняшнего – салаты без майонеза. Я знаю, что вы эту тему очень любите, так что обращайте внимание дополнительно на ссылки, которые я оставлю в описании под роликом, на салаты с прошлых годов, где тоже есть эта тема и даже больше. Так что ссылочки я оставлю, заглядывайте, изучайте и выбирайте самые вкусные блюда для своего праздника. Первый на очереди салат одновременно легкий и сытный, с яркой пикантной заправкой. Это буйство вкуса во рту, и при этом он очень нежный и легкий. Полный список ингредиентов, как обычно, в описании под роликом. Начинаю приготовление с заправки. Ее можно сделать хоть и за неделю, а то и за 2 до праздника. Это яркая заправка-винегрет с азиатскими нотками. В банку отправляю сушеный имбирь. Туда же отправляется цельнозерновая горчица и соевый соус. Вливаю в банку растительное масло. Оно может быть любым по вашему вкусу, я использую кунжутное, чтобы поддержать азиатскую тему. Добавляю немного острого соуса. Использую свой домашний, ссылку на рецепт оставлю для вас в описании. Можно также использовать соус табаско, просто острый перец, или не использовать его вовсе, если совсем не любите острое. Выжимаю сок лимона для баланса вкусов. Добавляю немного соли и черный перец. Соль и ее количество по вашему вкусу. Закрываю банку крышкой и хорошенечко трясу ее, пока смесь не превратится в однородную эмульсию. Займусь куриным филе, режу его небольшими кусочками по паре сантиметров. Разогреваю сковороду на максимуме и вливаю ложку растительного масла. Отправляю обжариваться курицу, помешивая. Делать это стоит все время на сильном огне, чтобы процесс шел быстро и курочка приготовилась, но осталась сочной. Это займет минут 5. Желательно взять сковороду побольше, чтобы кусочкам было не так тесно, но я еще не купила большую сковородку под свою индукционную мини-плитку. Специально купила ее для видео. Хвастаюсь. Помешивая, довожу курицу до румяных краев. В конце немного присаливаю мясо. Перекладываю готовые кусочки на тарелку, застеленные бумажным полотенцем. Оно впитает лишнее масло. Теперь разрезаю авокадо. Я купила чуть зеленоватый плод и дала ему дозреть. Сейчас он прекрасный, уже спелый, но еще упругий, и я смогу его нарезать. Извлекаю косточку и достаю мякоть. Режу авокадо полосками. И теперь собираю салат. Все быстро, правда? Такой салат красиво выглядит в порционной подаче. Я беру небольшую тарелку как подставную, для настроения добавляю новогоднюю салфетку, а сверху широкая суповая. И удобно, и красиво. Отправляю в тарелку порцию листьев шпината. Зелень тут может быть любой. Просто латук, айсберг, руккола, какое-то ассорти или просто нарезанная пекинская капуста. Все отлично подойдет. Поверх зелени раскладываю кусочки курицы. Теперь я выкладываю кусочки ананаса, у меня консервированный в легком сиропе. Небольшая сладость впишется в гармонию вкусов этого салата очень круто. Будет полный спектр. Раскладываю кусочки авокадо. Его маслянистость создаст приятную базу. Вкус салата будет глубже, а сам салат сытнее. Поливаю салат яркой заправкой. Посыпаю порции кунжутом. Как сразу все стало красиво и контрастно. Второй салат очень свежий, сочный и ароматный. Он прекрасно оттенит сытное горячее блюдо, например, индейку или что-то из мяса. Это все есть на моем канале, и ссылки на рецепты я оставлю в описании, там же список ингредиентов к рецепту. Я вымыла и срезала кончики огурцов. Разрезаю их надвое вдоль, а затем режу диагональными кусочками, толщина около 5 мм.
Отправляю огурцы в миску для смешивания. Очищаю красную луковицу и режу ее тонкими перьями. Отправляю лук к огурцам. Очищаю и пропускаю через пресс зубчик чеснока. Он у меня чуть коцнутый, срезала лишнее. Мелко рублю укроп. Укроп с огурчиками – идеальная гармония вкусов. Снимаю с веточек листики мяты и рублю их. Мята добавит свежести вкусу. Отправляю зелень в миску с огурцами. Добавляю соль и перец. Заправляю салат жирным густым йогуртом. Греческий, турецкий, жирность 10%. Или можно взять нежирную сметану жирностью 15%. Перемешиваю салат до равномерного распределения, и он готов. Третий салат с нежной печенью. Ее вкус идеально дополнит сочная груша и пряная руккола. Список всех ингредиентов в описании под роликом. Начинаю приготовление с заправки. Как и с первым рецептом, ее можно сделать и за неделю, и за 2 до праздника. В банку отправляю мед, вливаю яблочный уксус, можно взять лимонный сок, добавляю растительное масло. Добавляю нежную по вкусу горчицу, соль и перец. Закрываю банку крышкой и хорошенько трясу ее, пока заправка не превратится в эмульсию. Перехожу к остальным ингредиентам. Тут у меня печень индейки, можно брать и куриную, и телячью на ваше усмотрение. Разрезаю печень на кусочки, размер 2-3 см. Попутно удаляю сосуды и всякое лишнее. Разогреваю сковороду с маслом и на сильном огне обжариваю печень, помешивая. Готовлю печень до румяности сверху, но так, чтобы она осталась розовой и нежная внутри и не превратилась в сухарь. Немного розового сока допускается, кусочки еще немного дойдут, пока полежат. Перекладываю печень на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Немного ее присаливаю. Рукколу я заранее отправила в емкость с ледяной водой, чтобы она стала бодрее. Перекладываю ее в сушку для зелени и избавляюсь от лишней воды. Рублю миндаль. Не очень мелко, пускай кусочки будут заметными и создают классный контраст текстур в салате. Использую жареный миндаль, чтобы вкус был ярче. Можно взять другие орехи по вкусу или наличию, или вовсе использовать тыквенные семечки. Груша сочная, сладкая. У меня сорта конференция. Разрезаю ее напополам, затем на 4 части и вырезаю сердцевину. Нарезаю грушу вот такими острыми кусочками. Приступаю к сборке. В блюдо выкладываю щедрую подушку из рукколы. Раскладываю поверх зелени кусочки печени, затем раскладываю кусочки груши. Поливаю салат заправкой, стараясь захватить ею кусочки груши, так они не потемнеют и не окислятся. Финальный слой – орешки. Раскладываю их, и салат готов. Поделитесь в комментариях, какой из сегодняшних салатов понравился вам больше всего, что вы уже начали присматривать к своему новогоднему столу для этого года и вообще начали ли уже присматривать, или все будет немножечко попозже. Если этот рецепт вам понравился, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы у меня впервые, жмите на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».